И, друзья, всем привет! Нахожусь в Турции. Сегодня расскажу вам о том, о сём, о жизни в Турции, о погоде. Сейчас погода на улице идеальная. Птички поют, мулла поет. Погодка классная, солнышко. На улице градусов 16. На солнце так вообще все 20. В кожаной курточке. Месяц март. Недавно было 8 марта. Хочу показать вам, как мы его с девчонками справили. Пару кадров сейчас вам вставлю. Отправилась я рано утром на такси в автовокзал, чтобы поехать в У-Resort. Это отель недалеко от нас. Там я, кстати, справляла свой день рождения. Там очень красивое море. Цвет моря голубой-голубой. У меня есть ролик с моего дня рождения. Вы можете посмотреть его. Обязательно пройдите на канал, подпишитесь. Ну а так мы пришли в спа. Нас угостили фруктами, водичкой с лаймом и лимоном. Заплатили на одного человека 3250 лир. Так, хочу показать вам У-Resort. Как выглядит спа. Мы пришли с девочками на 8 марта на программу. И здесь вот в таком стиле все. Будда. Здесь зона массажа, туалеты, зона отдыха. Вот. Массаж, пожалуйста. Не видно, конечно, темно все. Сауна, душевые. Такие вот лежачки, музычка. Так, VIP-массаж написано. Все очень в таком прикольном стиле. Сегодня 8 марта, везде цветочки. Нас угостили напитком. Вообще сауна, массаж, хаммам. А если какие-то такие процедурки, здесь, кстати, переодевалки, все идет в пакетах. Сауна еще одна. Здесь стим-рум, непонятно что. Еще одна сауна. Вот. И здесь бассейн. Здесь можно приобрести пакеты разные. Если, например, только сауна и только без массажа, да, парная и бассейн, то 1850 лир. Вот. А если еще, например, дополнительный массаж какой-то, то там уже что-то там 3000 лир где-то получается. Вот такие вот посиделочки у нас сегодня на 8 марта. Иду сейчас с магазина. Зачем ходила? Тоже сейчас вам вставочку сделаю. Пришла в магазин. Хочу приготовить какую-нибудь вкусняшку. А для этого мне нужны сливки. Сколько нынче стоят сливки у нас и где они находятся? Так, они вот тут наверху. Вот 48, 18% и 63. Мне нужны вот 35% за 63 лиры. Сыр продают. Так, еще мне нужно что-то нужно. Что-то нужно было еще. Сахарная пудра, да. Хочу приготовить сырки творожные. Творог у меня уже дома есть. Пудра сахарная, она у нас обычно здесь. Вот она, 23 лиры. Ну, как вам сочетание? Красота. И беру лепешки. Лепешечки. Сколько стоит? 12 штук. 63 лиры. Что-нибудь. Срок годности главное посмотреть. До августа. Отлично. Что-нибудь-то приготовлю на завтрак с этих лепешек. Можно приготовить даже пиццу. Мы ровно, нет, больше уже 3 лет назад переехали в Турцию.
И на вопрос, что же в Турции делать, чем заниматься, я часто отвечаю на своем канале. Кто не подписан, подписывайтесь. Рассказываю на праздниках, что можно делать. Также мы переехали сюда с 3 детьми. И как у нас тут проходит наша жизнь. Уже даже не адаптация, адаптация давно прошла. Я все это всегда показываю. Зашла уже в подъезд. Вот такой вот у нас тут золотой лифт. Живем мы уже в этом сите больше 2 лет. Здесь у нас есть бассейн и сауна. Кому интересно более подробно, проходите на другие ролики. У меня есть отдельный ролик про это, так что подписывайтесь и смотрите. Сама смотрю иногда свои старые ролики и поражаюсь, насколько это такой труд, что все это я в свое время запечатлела. Сейчас я это все могу смотреть, возвращаться в прошлое, там, где мы жили в Газипаше, город недалеко от Алании. Все я там показывала, рассказывала. У меня волосы были такие короткие, вот буквально вчера я смотрела. Мне так захотелось обратно постричь свои волосы. Вот, ну, подумаю пока над этим. Ну, а вы смотрите дальше. Вышли вечерком с Русланом прогуляться. Решили попить кофе. Вот такие вот у нас стульчики. Маленькие, мини для детей. Да. В общем, здесь вот на площади, где проходит ифтар. Ну, вот сейчас священный месяц Рамазан. И вот нам кофе приносят. Мне чай, а Руслану кофе прям на песке турецкий. Такое вот. У нас посиделочки такие в центре. Сейчас встану дальше, потом покажу, что еще здесь продают. Ой, ну кофе пахнет турецким. Опа-на! Ага, красота. Вот я такой комплект домой хочу купить себе тоже. Чтобы Руслану делать кофе. Только я не знаю, как такое маленькое кофе делают. Его же только на песке. Его дома же не сделаешь. Вкусно? Вкусно. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. Вот. Короче, вышли прогуляться немножко. Вообще здесь обычно ифтар проходит. Мы удивлены, что палатки стоят. Еще рановато вообще до самого праздника. То есть еще пока пост все держат. Руслан в том числе. У нас молодец, Руслан в семье один держит пост. Остальные не держим. Хлеб продают. Мираба. Давай спросим, какой там тебе хлеб нужен. Сколько стоит? Да, блин. Вот же написано. Ну. Ekmeği, tohumlu. Karabuğday ekmeği вот можно kупить. Siz bunu kendiniz yaparsınız. Karabuğday ekmeği ne надо? Çavdarlı тебе надо? Karabuğday 0 gluten. Ага, безглютеновая. Glutensiz. Fiyatı ne kadar? Evet doğrudur. Aha. Belman burada. Ekşi mayalı chia. Ne kadar fiyatı? Hangisi? Bu Karabuğday. O 230 TL. 230. A bunlar? Şunlar CS ve çavdar bunlar. 230. Şunlar CS. Ne kadar bunlar? O da diyor. 210 TL. А bu? 180. 180. Çavdar 180 стоит. Это 210 стоит. Buradayız efendim. Kendinize iyi bakın. Вот такие цены. Клубничку продают, всякие вафли делают. Вот же для вафель. Вот Мераба. делают. Хот-доги делают по 100 лир. Турецкие какие-то штучки продают. Цветочки продают. Вот, поделки продают всякие красивые. Вот так все украшено тут в центре. Ну, все уже собираются. И вот такой вот
штуку продают тут. Это мы уже в Газипаше пробовали, как чипсы на палочке. А тут, короче, обычная как картошка фри, но с шоколадом, представляете, и с кетчупом и майонезом продают. 100 лир. Решили взять, попробовать. Вот такую вкусняшку мне сделали. Сейчас попробуем. Я еще сегодня решила накрасить красную помаду, погулять. Именно сегодня решила что-то покушать. Вот, ну что поделать. Мы, женщины, такие. Кстати, всех своих подписчиков, пользуясь случаем, хочу поздравить с прошедшим 8 марта. И пробуем. Вкусно. Это того стоило. Конечно же, именно женский пол. Поздравляю, девчонки, с прошедшим праздником. Всех. Пусть такие праздники будут у нас почаще. Руслан стоит, смотрит на речку, которая шумит здесь очень сильно, кстати. Также хочу показать цветочки, которые подарил мне Руслан. Пока они, конечно, не завяли, но вот эти, например, на 8 марта вообще были. Даже на 7 он прям заранее, зная, что я 8 марта уезжаю, подарил мне вот такие вот цветочки. Они уже сколько, 3-й день стоят. Смотрите, вот эти были закрыты, они только раскрылись. Тюльпаны вообще выросли. И букет был такой изначально, прям разноцветный. Тюльпаны были оранжевые, фиолетовые, светлые. Ромашки даже тут засунули, видите? Вот. Еще вот такие вот, ну, ароматные. Прям букет был, конечно, шикарный. Я прям вот... Посмотрите даже, какие цветочки здесь. Я прям, ну не знаю, вот этот мой, наверное, самый любимый букет. Хотя Руслан мне всегда дарит такие вот большие букеты. Я, честно, рада даже вот, если бы мне подарили только вот это. То есть мне, во-первых, жалко цветы очень сильно. Ну вот такой вот я человек. Все у нас на свете живое, поэтому что их срывают и все остальное. А во-вторых, миниатюрный букетик достаточно, мне кажется, если он ароматный, то для любой женщины. Но он любитель пышных букетов, и как бы я ни просила, он мне всегда делает вот такой вот большой букет цветов. Но аромат реально очень-очень-очень классный. За завтраком прям идеально, конечно, когда вот такой вот букет стоит. А я тут уже на ифтар готовлюсь. У меня Руслан держит оруч, поэтому в духовочке овощи с фаршем запекаю. Также я сейчас делаю глазированные вот эти сырочки. Сейчас буду их макать в шоколаде. Сейчас вам покажу. В принципе, я смешала сливки, творог, пудру сахарную и немного сливочного масла. Все. Ничего я больше не добавляла. Как я обычно растапливаю шоколад? Я его вот так вот ножиком измельчила, переложила в посудку, и здесь температура такая, знаете, не кипяток, горяченькая вода. И вот так вот положили. А дальше просто вот так вот размешиваете. И лучше вот так вот на такой вот бане паровой, потому что я как-то помню, на газу пыталась растопить. В итоге он у меня перегрелся до такой температуры, что, как сказать, затвердел, и все. Вот видите, уже пошла реакция, начала растапливаться. Пока растапливается шоколад, смотрите, у меня вот такие вот сырочки получились. Вот. Так, ну что, смотрите, растопился у нас наш шоколад.
И немножко я еще тут орешков нарезала. И сейчас сюда буду опускать свои сырочки. Так, ну что, вот такая красота у меня получилась. Разные сделала с орешком, без орешка. Еще сверху посыпала шоколадкой оставшейся. Вот у меня тут еще вафельки были с завтрака, их тоже немного оставшимся шоколадом покрыла. Вот так вот учимся сами готовить все, что раньше мы могли купить в магазине, на полках, вот на родине. Но хочу сказать, да, наши привычки нами рулят, как бы, да, к чему мы привыкли, то и хочется есть. К чему наши сосочки нашего языка привыкли, то и требует организм. Но везде можно с этим справиться, можно и без этого вообще жить, а можно придумывать, творить самой то же самое. И нет у меня теперь такого, то что скучаю по родине только потому, что вот мне вот этого не хватает. Наверное, я живой пример того, что можно жить в любом месте. И уже, как сказать, для меня вот эта вся планета, она и есть моя родина. Я с планеты Земля. И вся моя Земля – это моя родина. Вот, хочу сказать, вот такие у меня сейчас ощущения. И везде можно сделать то, что вам хочется. И приготовить то, что хочется. Вот, ну, давайте попробуем, наверное, тогда одну. Я, конечно, тут шоколада потратила, но очень-очень-очень-очень большое количество. Такой толстый слой шоколада получился. Попробуем. Это очень вкусно. Я даже обмазалась шоколадом. И, наверное, на этой вкусной, прекрасной ноте буду заканчивать. Считай, на ифтар у меня все готово. Сейчас немножко приберусь дома. И на этом буду с вами прощаться. Всех целую, всех люблю. Радуйте друг друга, радуйте себя в первую очередь. Если вы будете радостными, тогда вы и можете этим поделиться с окружением своим, со своими близкими. То же самое касается и здоровья, и счастья, да, то есть если вы будете счастливы, счастье заразительно, оно заразит и других. Поэтому в первую очередь будьте счастливы вы. Всем мирного неба над головой, всех люблю, всех целую, всем пока.